Род фараона не только построил пирамиду, но и создал фару из пирамиды, которая работала на биогазы. Газ вырабатывал биореактор, работающий на отходах жизнедеятельности. Фара светила как маяк на все 4 стороны по ночам и служила не только для защиты города, но и разогревала ноосферу. Поговорим сегодня о египетских пирамидах Хеопса. Уже 1000 лет стоит вопрос, как построили пирамиды Хеопса. За последний век никто не повторил что-то подобное. Для чего построили пирамиды Хеопса, а именно зачем, с какой целью? Сегодня я постараюсь ответить на эти вопросы, поставившие в тупик миллионы гениальных умов нашей планеты. Хочется начать с настоящего времени и потихоньку углубиться в прошлое. Начнем с планеты Марс. Представьте, что Марс — это такая планета Земля в прошлом, и там нету воздуха. Либо он есть, но очень мало, так как он весь в низинах, а марсианская атмосфера очень слабенькая, в сравнении от земной. Вода на Земле испарялась и накапливалась в лунной атмосфере, поверх земной атмосферы, на тот момент. И пришел момент, когда воды стало слишком много и лунная атмосфера упала, а земная атмосфера не хотела подниматься, динозавры в тот же миг задохнулись и погибли. После и построили пирамиду, чтобы поднять земную и лунную атмосферу повыше. Сначала построили 2 маленькие пирамиды, чтобы с помощью них построить пирамиду повыше. Почему пирамида и как она работает? Пирамида, от греческого пира, огонь, это такой биореактор, который работает на человеческих отходах, моча, кал, человеческие трупы, кошки, собаки, по ним египтяне определяли плотность газа. Биореактор выделял огромное количество газа, который заполнял всю пирамиду, и по каналам из палаты короля и палаты королевы газ поднимался. И на выходе посередине есть подобие газовой конфорки, сгорал как вечный огонь на Красной площади. Как завещал Владимир Ильич Ленин. Таким способом было светло ночью, и прогревали, и сажали, и поднимали ноосферу постоянно, что позволял биореактор. Биореактор выполнял не только выработку газа, но и расщеплял умершие тела, но только тех, считали, кто не употреблял алкоголь. Египтяне даже ввели закон на запрет употребления алкоголя, так как люди, употребляющие алкоголь, в пирамиде попросту засыпали навсегда, потому качество у таких людей ниже, и к таким людям могли подселиться мракобесы. Такие люди подвержены слабоумию, забывчивостью, болезнью Паркинсона. Кстати, синдром Паркинсона в прошлом не было, появился этот синдром, когда изобрели электричество мощностью 220 вольта, с 12 вольт такой болезни не возникает. Человек, лежавший в саркофаге, не дышал биогазом, так как воздух был ограничен, поэтому человек выходил из тела постепенно и улавливался в пустых отсеках, его дух, тонкое тело. Так из палаты королевы выходила женщина и улавливалась в отделах пирамиды, выше, где лежали мумии предков, а на самом верху живые мужчина и женщина занимались любовью, и если женщина забеременела, то считали, что они нашлись. Строили пирамиду египтяне как раз с помощью невидимых существ, дети, которые не родились при жизни физического человека, таким людям запрещали иметь детей, чтобы дети были все вместе в тонком невидимом мире, протон, иначе будет не хватать для системы. Надышавшись этого газа, волшебного из палаты подземной, биореактора, где лежали мумии, предки фараона и каменные блоки и другие, становились волшебные, и сила сотни раз усиливалась, как и их рост на высоту пирамиды, и начинали копировать и составлять каменные блоки на пирамиду. Так как клетка, тело, даже без еды может поделиться 2500 раз, так и каменные блоки, тем более что еды и воды хватает, копировать можно бесконечно, чем больше копий блока в одном блоке, тем плотнее данный блок и быстрее он каменеет.
Также блоки для пирамиды вырезали прямо с неба, вырезая их взглядом как лазером. Конечно, им нужно было окаменеть, и облако нужно было подготовить, насажать на сферу, живым из биореактора. На это уходило несколько лет. Конечно, блоки были невидимые, пока не проявились на физическом плане, прошло какое-то время. Это может казаться фантастично, как в кино, но вы даже не представляете, чего вы не видите. Наши глаза такие так устроены, что не показывают всего. Тонкий невидимый мир, протон, доступен нам только после жизни в физическом плане. Мы не слышим себя и других, так как мы не слышим мысли других, тем более даже если кто и слышит иногда, он не может понять эту какофонию. Но если настроиться, это примерно как сильная жара, но не от жара, а от радиации. Примерно пару дней, главное не бегать никуда, без памяти. Если увидите по новостям или вживую, что кто-то без трусов носится по улице, то просто не понимает, что с ним происходит. Как-то я писал о святых, кошки, собаки защищают все, даже мухи и комары. Если вы увидели муху или комара, обязательно скажете: сыты стали, человеком стали. Как правило, мухи и комары не летают возле вас просто так, они хотят воскресить живое. Если возле вас нет ни мух, ни комаров, слава богу, все хорошо. Лаптенок Роман Михайлович.